Всем здорово, народ! Вот бывают игровые сессии абсолютно разные. Соответственно, один день ты заходишь вечерком и 2 часа подряд просто все, что движется, изничтожаешь одни победы. Бывает, заходишь вечерок и наоборот, лустрик какой-то лютый ловишь, и даже вроде бы относительно делаешь что-то правильное, но все равно победить именно не получается. А бывает, когда игровые сессии не то, что, я не знаю, непонятные какие-то, это дурка просто полная происходит. Соответственно, такой вот целый вечер у меня вчера был наигран. Предоставляю вам легендарные, шедевральные каточки, даже не знаю, как видос назвать. То ли что искусственный интеллект теперь играет в ШОШ, что за тиммейтов, что за противников, в зависимости от катки. То ли какой-то цирк начался. В общем, это какой-то полный попадос. Всем приятного просмотра. Давайте понаблюдаем, что же я вам на сегодня подготовил. Ну, я не знаю, весело это или грустно, но в любом случае нестандартно, необычно. Погнали. Вот, соответственно, показываю вам Варыча. В предматчевом лобби тут, благо, можно посмотреть статистику. И я сразу понял, к чему готовиться, что сейчас будет полный бананас, а не катка, соответственно. Против нас Аркан Маг, кстати, и Shadow Priest, что тоже достаточно необычно. Ну все, посмотрим, какие планы сначала у моего пацанчика. Рэнди Глок, никнейм. И будем уже от этого отыгрывать. Вижу, что копии призвал Маг, туда просто кинул лужу, чтобы, соответственно, они сгнили под гнетом. И сейчас... показываю мой самый любимый трюк, который называется Джонни Заморозка. Все, сразу 3 тринкета вышло из чата. У противников тринкетов не осталось. Что сейчас нужно сделать моему союзному вару? Просто нажать чардж в холле паладина и бахнуть фир. Все. Благо, вражеский Shadow Priest тоже не понимает, что он делает. Он зачем-то убежал за надгробие от своего тиммейта, от своего паладина. Тут, кстати, хорошо сделал мой приз, что заметил это окошечко для фира, но мы с ним, к сожалению, немного не застакались по контролю. Я выдал немоту, но благо хватило депоса, и по итогу катка была выиграна. Ну, Рэнди Глок, лютый депос нам показал. Почти в соло каточку, соответственно, вам. Я не знаю, это какое-то чудо, что вообще удалось выиграть эту игру. И, опять же, благо Shadow Priest какую-то тоже дичь начал делать вражеский. Ну, иначе никак бы вообще катка не пошла. Значит, следующая уже у нас игра. Сразу двойная заморозка идет. Потратил тринкет Рестор Шаманыч. В это все время мой воин Тирбас дамажил Фрост ДКшника вражеского. И так не получилось у него нормально его пробить. Вот и думайте. Офигенский циклон по рестор Шаманычу от моего союзного друида. Так держать. Он, видимо, не понял, что мы фокусим именно его. По крайней мере, мы начали с этого. Зачем-то решил выдать великолепный контроль. По итогу спас рестор шамана полностью, абсолютно. Ни одного фира снова от воина союзного, чтобы как-то подсейвить моего тиммейта. Я вот сейчас всеми правдами и неправдами пытаюсь засейвить моего друида, потому что я понимаю, иначе он, ну, тупо откиснет. Я подождал сверху, чтобы грипнуть себе паладина, потому что понимал, что он фридом отдал уже на фрост ДКшника вражеского. Но не. Моему вару тупо фиолетово, он просто бьет рестор шамана, ему просто безразлично. Ну, короче, ливаем, идем next. Не знаю, я в такой дурочке уже давно не находился на самом-то деле. Просто дизармы у варов не жмутся, фиры не жмутся, просто тупо кнопки не используются. Ну и ладно. Вот такая вот фигня была весь вечер на самом-то деле. Действительно, максимум одна катка из 10 была, ну, интересно ее, да, можно будет так назвать. Окей, идем next. Вот здесь, кстати, хороший паладин союзный попался, как тап, на удивление. Вот он действительно грамотно выдавал контроль, вместе со мной стакался и понимал, что делать. Тут ему ставим лайк. Великолепный грип в моем исполнении, потому что я Варыча из-за ступенек достал, и он уже не смог, соответственно, повторно нажать рывок в моего тиммейта на престе соответственной, тем самым его подсейвили. Пошел Блейдшторм, я здесь решил не жадничать в плане сейвов, потому что сейчас Блейдшторм пережить вообще будет 0 проблем дальше. Заморозка по паладину. Хотелось, конечно, еще и ДКшника зацепить, но ситуация уже требовала того, чтобы я просто в пала нажал и потратился бабл от пала. Задиспелил мой приз бабл. No way! Они что, играют? Я нажал туда немоту, сейчас бы еще станчиком туда прокинуть. Фир пошел от моего союзного приста. Да ну насмерть легенды. Сейчас главное, чтобы он не откис, поэтому мы замедляем ДКшника. Снова вытаскиваю Вара, просто как карася подцепил его удочкой. Да уби! Хватит ли депоса? Пошла депстойка. Скорее всего, депса не хватит. Надо чуть-чуть потерпеть, Присто. Чуть-чуть потерпеть, мистер Прист. И мы победим данную катку. Ну, тут неплохо. Вот здесь уже not bad прям, действительно. Хороший фир. В ДК только не попал, потому что он нажал зеленку, соответственно. Но это база. It's okay. Но немножечко депоса нам не хватает. Чуть-чуть осталось. Совсем. Через 9 секунд будет повторная заморозка, и как будто бы это должна быть похоронная кнопка для вражеской команды от меня. Если выживет Прист. Вот это единственное условие, которое нам нужно для победы сейчас. Все, замораживаем.
Холли Паладина. 9 секунд контроля, без шансов умирает Варыч. Тут еще и на Анхолика хватит времени, как будто бы. Победа! Найс, долби. Вот такая катка уже неплохая. Действительно, кнопки жмутся, приятно. Вот почаще бы такие арены прокали, где вроде бы и противники могли победить, дожать моего союзного приста, и у нас все было неплохо, и там по КДшкам мы играли. Ой-ой-ой, красиво делает, ты посмотри, просто -3, соответственно, пацанчиков в заморозку попали. Фуловая немота идет по Shadow Priest. И смерть для баланс друида. Но это, конечно, магия Фрост ДКшника, про которую я вам рассказываю. Если еще и баланс друид вот так вот на просто каких-то неизвестных мне движениях выходит без инвиза в центр поля, замораживаешь троих и потом убиваешь. Все. Вот я не знаю. Ну как, победить арену за сколько? За 20 секунд геймплея? Как это вообще возможно в 25-м? В 26-м году уже, да. Но действительно, вот прошлые видосы, да, которые я записывал, там же действительно приятные катки, интересные, геймплейные такие, необычные. То, что происходило в эту сессию, вы видите все сами на своих экранах. Теперь посмотрим на нормального Вара, который вот в моей команде играет. Все, нажался Блейдшторм, он снес все лицо вражескому Ферал Друиду, забайтил Холли Паладина на то, чтобы он нажал в него боб, и мы убили после этого Холлика. Все. Просто миллион тонны депоса, которые вылетают из пацанчика. А на замену ему приходит Энди Глок, кстати, тот самый Варыч, который был там в первой или во второй арене, которую я показывал. То есть и тот Вар, и этот Вар. Но есть один нюанс, как говорится. Посмотрим. Может быть, сейчас будет просто невероятно какая-то котейка. Хотя, конечно, опять же, надо было заранее к этому всему подготовиться. Значит, подморозил здесь противничков, ДК нажал тринкет, с совы задиспелили, но самое главное, что Гаргулья не бьет, и, соответственно, просто стоит в инвизе, в заморозке. Для нас это выгодно. Пошел Блейдшторм от Рэнди Глока, тонны депоса, наверное, должны были бы быть, но что-то не пошло. Я просто никогда особо не понимал, как играть именно вот с такими тиммейтами, которые постоянно там свапают таргеты, ну и, в принципе, делают какую-то фигню. Ты же не можешь ему сказать его из чата, направить его в нужное русло. Не можешь. Написать ему в чате, как бы, а что там напишешь во время арены? Пара фраз только. Максимум таргетом обозначишь и все. В общем, такое мероприятие, конечно, сомнительное, да. Но решил присесть здесь на баланс друида на САУ, потому что понимаю, что если он на фрикасте будет стоять, то моим тиммейтам точно не поздоровится. Ну и типа я там, если что, в моменте нажму спокойненько зеленку и его какой-нибудь Старшторм просто впитаю, а вот Рэнди Глоку так просто от друида будет не избавиться в этом плане. Поэтому зеленку здесь не тратим. Не тратим зеленку, просто придерживаем ее на буквально одну кнопку вражеского игрока. Забайтил здесь паладина на прожатие тринкета своей заморозкой. И пошел тот самый Старшторм, которого мы так боялись, которого мы так ждали. Все, депос впитали, отлично. На самом деле вражеский Анхолик здесь такой же обоба, как и мой Вар союзный. Именно в плане выбора таргетов. Вот он весь бой бегал в соло за моим престом. Весь бой он это делал. Если бы он помогал баланс друиду бить либо меня, либо Вара, мы бы уже 1000 раз откисли. Вот просто по-любому. Но зачем-то он занимался вот этими погонями за престом, в соло пытаясь его убить. Благо Рэнди добил сейчас Анхолика вражеского, мы победили. Я не знаю, этот Рэнди это какое-то просто чудо природы. Мы с ним 2 катки играли. И в обе катки против меня был сначала, помните, ШПшник, который сам убежал от своего хила. А тут Анхолик вражеский, который просто весь бой непонятно чем занимался, какой-то беготней. Беспонтовый. Вот и думаете. Подкрученный Рэнди Глок. Нормально, надо почаще, чтобы в команду ко мне прокол. Ну ладно. Это все, конечно, приколы. Идем next. Фрост Маг. Холли Паладин. Армс Воин против нас. Что же будет здесь? Какой же здесь будет гейминг? Пока присматриваюсь к своей позиционке, чтобы выдать великолепную заморозку, как обычно. Найс, отлично. Все, тратится тринкет на Холли Паладине. Ай, неприятный стан. Надо было, наверное, это прочитать и нажать незыбку пораньше. Тогда бы меня Вар не подстанил, и, скорее всего, хватило бы депоса, чтобы убить Фрост Мага. Если бы он, конечно, так же глыбу не нажал, но какие депосы, какие цифры депоса от нашей тимы исходят. Отлично. Но вот буквально та самая ситуация, про которую я вам всегда говорю. Если противник тратит тринкет на то, чтобы задиспелить вашу ненасытную стужу, это ошибка. И вы можете спокойно, ваша тима в этом плане, уже от этого отыгрывать, потому что тринкета нет, он потрачен, по сути, в никуда. Ну, понятное дело, 9 секунд не хочется ставить в контроле, но нужно терпеть. Нужно терпеть. Идем next. Санек на Варе. Берто на Блад ДКшнике. И Бон на ДЦ Престе.
Значит, заморозка по двум оппонентам. В это время Варыча мы сейчас должны разминать. Пошли, кстати, по нему зубы. Достаточно здравое решение, на самом деле, на престе. Потому что он понимал, что сейчас будет много урона в него залетать, и тем самым его снивелировал. Это неплохо. У меня Элем Шаман. Элем Шаман что может делать? Спокойно ставить тотемы, рутать вражеского Вара. Допустим, окей, мы играем по Вару, можно рутать, соответственно, Блад ДКшника. И Блад ДК на дистанции 0 урона будет наносить абсолютно. Сейчас куда побежал мой шаман, я не понимаю. Он убежал от моего паладина, паладин нажал боб сам в себя, это была последняя капля. После этого я ливаю народ. Вот так вот и закончился мой игровой день вчера. Короче, я не знаю, получилось ли у меня развеселить вас данной подборкой, соответственно. Но вчера мне было сначала весело, потом уже не очень весело, как это обычно и бывает. Все, народ, на этом будем заканчивать. Если вас гайды интересуют и весь дополнительный контент по типу там настройка аддонов, настройка интерфейса, то все у меня на бусте лежит, плюс там есть личный чат, где вы можете мне свои вопросы задавать. А если просто не хотите теряться и заходить на стримы, то подписывайтесь еще и на телеграм-канал. Все, всех обнял, приподнял, всем чао, всем на сегодня, пока.